Здравствуйте, друзья! Древняя цивилизация Земли погибла от планетарной катастрофы. Согласно легендам, планетарная катастрофа, погубившая древнейшую протоцивилизацию, произошла сравнительно недавно, примерно 12 тысяч лет назад. Очевидно, что событие такого масштаба должно было оставить какие-либо следы. И такие следы действительно существуют. В Курдистане есть пещера Шендер, расположенная довольно высоко в горах. Археологи установили, что впервые люди поселились в ней более 100 тысяч лет назад. Культурные отложения в пещере представляют непрерывную хронику жизнедеятельности первобытных племен на протяжении многих веков. Неожиданно в слоях, соответствующих 10-му тысячелетию до нашей эры, следы людей полностью исчезают. По мнению лауреата Нобелевской премии Либби, примерно в то же время, то есть около 12 тысяч лет назад, с лица Америки исчезли следы первых ее колонистов, намного более древних, чем индейцы. Демографические данные подтверждают, что в 10-м тысячелетии до нашей эры началось резкое и достаточно продолжительное падение численности всего населения планеты. Далее, на высоте около 6 тысяч метров в Кордильерах, под толстым слоем льда были обнаружены остатки хижин. Исследование окружающих их морских раковин и следов морского прибоя позволило установить, что подъем этого участка суши произошел опять-таки около 10-го тысячелетия до нашей эры. Таким образом, существуют достаточно веские основания считать, что примерно в 10-м тысячелетии до нашей эры произошла планетарная катастрофа, сопровождавшаяся глобальными катаклизмами в виде гигантских наводнений и землетрясений, поднятий и опусканий больших участков суши, выбросов в атмосферу огромного количества водяных паров. Такое событие вполне могло послужить причиной исчезновения в океане целого материка. Как тут не вспомнить указанную Платоном дату исчезновения Атлантиды – 9570 год до нашей эры. Но за 12 тысяч лет археологические и геологические обломки Атлантиды не могли исчезнуть бесследно. Где же их искать? Антарктида, ключ к загадке происхождения человека и его цивилизации, может быть спрятан подо льдами на территории Антарктиды. Гипотеза антарктической Атлантиды впервые была опубликована в итальянском журнале Europeo почти полвека назад. В статье сообщалось, что американскими исследователями найдены неоспоримые следы доисторической высокоразвитой цивилизации, существовавшей на нашей планете примерно 15 тысяч лет назад. Эта гипотеза получила свое дальнейшее развитие в книге итальянца Барбиеро Флавио «Цивилизация подо льдом». В ней доказывалось, что легендарная Атлантида находилась на месте нынешней Антарктиды. Климат в те времена был достаточно теплым, пока 10-12 тысяч лет назад Земля не столкнулась с небесным телом огромной массы и размеров. Удар сместил земную ось, в результате чего возникли наводнения, начались гигантские землетрясения и ливни, погубившие Атлантиду. Остановимся подробнее на гипотезе Флавио. Антарктическая Атлантида полностью вписывается в древние легенды, поскольку расположена одновременно в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. В полном соответствии с рассказом Платона, ее жители могли контролировать берега сразу 3 континентов. Например, юг Африки расположен сравнительно недалеко. С Южной Америкой, согласно результатам последних геологических исследований, Антарктиду мог соединять сухопутный мост в виде узкой полоски земли или цепочки островов, изображенных, кстати, на карте Финея. Достичь берегов Индостана можно было по африканскому побережью или по островам Океании, которых тогда было намного больше. Включение Антарктиды в эволюцию человеческой цивилизации объясняет, почему великий философ античности Аристотель, знаменитый астроном Гиппарх и географ Птолемей считали, что Атлантику со всех сторон окружает единый континент. И почему Геродот называл Атлантический океан морем, а Средиземное море – заливом. Действительно, Антарктида является тем недостающим звеном, который объединяет Европу, Азию, Африку и Америку в единый континент. Современная Антарктида – наименее пригодный для жизни материк. 99% ее поверхности покрыта льдом толщиной до 5 километров. Средняя температура летом от минус 30 до минус 50 градусов Цельсия, а зимой от минус 60 до минус 70 градусов Цельсия. Часты очень сильные ветра. Но Флавио считает, что в сравнительно недавнем прошлом климат ледяного континента был вполне благоприятным и изменился лишь в результате поворота земной оси. Допустим, что 15-20 тысяч лет назад географические полюса действительно находились в другом месте. Но где? Согласно результатам исследования следов остаточной намагниченности, сравнительно недавно Северный магнитный полюс находился на востоке Азии,
И хотя магнитная ось не совпадает с осью вращения Земли, есть основания считать, что угол между ними не может быть большим. Исходя из этого, поместим северный географический полюс в центр Якутии и посмотрим, что при этом получится. Во-первых, Антарктида переместилась на север, в более теплые широты. Она сбросила ледяной покров, стала вполне пригодна для жизни и напоминает теперь своими очертаниями треугольный континент, развернутый вершиной на юг, так как это изображено на буддийских картах-мандалах. Если с побережья этой Антарктиды плыть в Океанию, мы попадем туда с запада, как и бог-просветлитель островов Пасхи Макке-Маке. Герои же американского эпоса, первый инка Манго Капак и мексиканский Кецалькоатль, если бы они стартовали с берегов Антарктиды, тоже появились бы в полном соответствии с легендами из-за моря с востока. Для шумеров Антарктида в качестве родины легендарного Оанеса будет на юге, как и для тамилов их Тамалахам. Далее, при таком положении полюсов, Центральная Америка, Междуречье, Индостан и Египет, все колыбели древнейших цивилизаций попадают в область средних широт с примерно одинаковым умеренным климатом, который приблизительно соответствует климату северного побережья смещенной Антарктиды. Возможно, что после катастрофы расселения антарктов с замерзающего континента происходило не случайным образом, а на заранее колонизированной территории. Что же послужило причиной катастрофы, произошедшей согласно календарю где-то в 11600-11500 годах до нашей эры? Флавио утверждал, что это астероид или комета весом в несколько сот миллиардов тонн, упавший вблизи Флориды и сместивший земную ось. Столкновение с крупным метеоритом – маловероятное событие, но изменение положения оси планеты могло быть вызвано и другими, более реальными причинами, а именно процессами горообразования, движением тектонических плит, гигантской приливной волной или цунами при любом смещении достаточно больших планетарных масс. Поворот оси неизбежно сопровождался перераспределением масс земной коры и воды от новых полюсов к новому экватору, результатом чего были катастрофические землетрясения, наводнения и ливни. Не их ли следы мы замечаем в знаменитой пещере Шандер в Курдистане или на уступах Ниагарского водопада? Не они ли привели к подъему кордильер, резкому увеличению влажности на планете, исчезновению древних людей с американского континента и всеобщему сокращению численности населения планеты? Не отголоски ли этой катастрофы нашли свое отражение в практически повсеместных легендах о всемирном потопе? Например, на атолле Хао, архипелага Туамоту в Полинезии, найдены фольклорные тексты, повествующие об огромном потопе в Тихом океане, практически полностью повторяющие библейскую трактовку. После поворота оси планеты закончился период оледенения в Европе, поскольку северная ледяная шапка переместилась на север, дав начало Ледовитому океану. Одновременно южная ледяная шапка начала захватывать Антарктиду с юга. Какое-то время протоцивилизация пыталась бороться с новыми климатическими условиями, но вскоре они стали абсолютно невыносимыми. Антаркты Атланты расселились по колониям, принеся с собой высокую культуру и знания, источник которых нам до сих пор неизвестен, а также предания о некоем поглощенном стихиями континенте, простиравшемся на 100 градусов по долготе в южных широтах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Казалось бы, выше приведенных фактов и рассуждений более чем достаточно для того, чтобы гипотеза антарктической Атлантиды получила признание. Но результаты геологического анализа ее ледяного покрова говорят о том, что возраст последнего исчисляется несколькими миллионами лет. Именно благодаря этому факту подавляющее большинство исследователей считает гипотезу антарктической Атлантиды курьезом, заслуживающим лишь упоминания. Но, во-первых, целый ряд ученых полагает, что окончательное оледенение Антарктиды завершилось не ранее 8000 лет назад, что по времени практически совпадает с моментом возникновения древнейших цивилизаций. Во-вторых, в Антарктиде в результате ветровых наносов на поверхности льда мог образоваться поверхностный слой почвы в виде особой лесово-ледовой формации. Наконец, в-третьих, при изменении положения оси планеты ледяная шапка могла просто переползти. Поскольку лед легче воды, то вся ледяная шапка могла сместиться целиком, сохранив таким образом свой миллионнолетний геологический возраст. А то, что полюсные шапки ползают, наглядно подтверждают гранитные валуны, разбросанные по территории Европы при последнем оледенении. Инопланетяне? Многие факты легко объяснить, если воспользоваться популярной ныне версией инопланетного происхождения атлантов. Давайте и мы отвлечемся от всякой наукообразности и займемся чистой фантастикой. Допустим, что несколько десятков тысячелетий назад вблизи Земли потерпел аварию чужой космический корабль.
Естественно, что обмен веществ и строение тела экипажа не соответствовали земным условиям, и инопланетяне поселились в Антарктиде, где температурные условия были для них приемлемыми. Обширный, достаточно мощный и устойчивый ледяной покров континента позволил бы без особых затрат создать в нем большие замкнутые объемы с нужной температурой и атмосферой. Действительно, в айсбергах, отколовшихся от материкового льда, нередко находят тоннели и пещеры, происхождение которых достаточно загадочно. Для выполнения несложных, но утомительных сервисных работ экипаж привлек аборигенов, отобрав среди них наиболее интеллектуально развитых и обучив их некоторым элементарным знаниям. Так родился клан жрецов, обладающий уникальной по тем временам научно-технической информацией. В этом случае понятно, откуда у древних неожиданно, без каких-либо следов эволюции, возникли письменность, точные математические, географические и астрономические знания, множество необходимых практических навыков. Общение посвященных аборигенов с представителями намного более высокоразвитой цивилизации, естественно, вылилось в представление о всемогущих богах и просветителях. Не исключено, что это заблуждение искусственно поддерживалось космическим экипажем, хотя бы из соображений безопасности. А традиции жертвоприношений вполне могли появиться в результате того, что инопланетянам требовалась провизия, техническое сырье и земляне в качестве обслуживающего персонала. По заданию же пришельцев аборигены возводили значительные по тем временам сооружения, предназначенные либо для ориентации ожидаемой спасательно-поисковой команды, либо для каких-то технических целей, например, в качестве стартовых площадок воздушного транспорта. После гибели или отбытия инопланетян с Земли, вся антарктическая система жизнеобеспечения, оставшись без управления и энергетического источника, начала разваливаться и в конце концов погибла. Клан жрецов, расселившись по планете, стал родоначальником древнейших цивилизаций, принеся с собой не только культуру, знания и письменность, но и собственные религиозные представления и традиции, нередко ставшие бессмысленными. Например, возведение бесполезных циклопических культовых сооружений и многочисленные жертвоприношения, в том числе и человеческие. Для инопланетной гипотезы уже не столь важно, было ли смещение оси вращения Земли или нет. Во всяком случае, оно могло иметь место, например, в результате взрыва брошенного и неуправляемого энергетического источника или как следствие обдуманного воздействия со стороны инопланетян, создавших таким образом естественный ледяной саркофаг, открыть который человечество сможет только по достижении определенной стадии развития. Автор статьи Андрей Головинский, а прочитал ее я на сайте taynik.ru. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.